Человечество стремительно наращивает производство товаров и услуг. Так устроена современная модель мировой экономики. Главное правило – непрерывный рост. Избыточное производство материальных благ истощает природные ресурсы и загрязняет планету. Сегодня необходимо насыщать рынок чистым продуктом. Продуктом, который имеет постоянный спрос, не наносит вреда экологии, обеспечен неисчерпаемыми ресурсами. Мы знаем о нем, но мы недооцениваем его экономический потенциал, потому что не до конца понимаем, что это. Что такое искусство? Если в Википедию заглянуть, может быть, они определят, что это такое. Может ли быть инженер творческим, да? Может ли быть менеджер творческим? Или только это прерогатива художника? Искусство обладает большим разнообразием форм, для него нет определения. Современное искусство – область крайнего свободомыслия. Искусство – это творить, делать, открывать новые миры. Искусство, она изображение, она изображает то, что происходит. Ну, для меня это моя жизнь, и все, работа, конечно, это мое состояние. Зачем люди покупают картины? С какой целью слушают музыку? Читают художественную литературу или ходят в кино? Технологии делают нашу жизнь проще. Обилие товаров и услуг создает комфорт. А что делает искусство? Какую роль оно играет в жизни человека и в экономике государств? В искусстве как будто нет практического смысла, и тем не менее в нас заложена естественная потребность хотя бы время от времени смотреть на мир под другим углом, видеть привычные вещи в непривычном ракурсе. И главное, мы получаем от этого удовольствие. То, что отличает человека от других живых существ, и, например, от млекопитающих на этой планете, и от высших животных, то, что человек способен поступать нерационально. А технология – это очень рациональная вещь, да, она очень утилитарная. Но человек пытается, как и всегда, в современности противопоставить этой рациональности свое нерациональное поведение. И это нерациональное поведение, например, рождает то, что мы называем искусством, то, что мы называем творчеством. Вот спрашивают, а что вы хотели этим сказать? Обычно бывают такие глупые вопросы. Но то, что сказал, вот я уже сказал. Но объяснять что-то я против того, чтобы объяснять то, что художник создал. Художник имеет возможность рассказать или показать то, что можно и не прочитать, и не знать, а увидеть или домыслить в том, что нарисовано. Художественное произведение – это послание, да, какая-то закодированная информация в нем есть. И всегда возникает вопрос, насколько человек, художник, творец способен все-таки этот потенциал каким-то образом контролировать, направлять его и использовать в современном мире. Это очень тяжело заниматься искусством только для искусства. В нашем мире из медиатизации колоссальной, где все знают сейчас же, все люди могут посмотреть на интернете и увидеть, что делается в мире и так далее. Это очень сложно оставаться в своем мире и делать только свое искусство чистое такое. В русском языке всякое творческое начало в человеке обобщается словом «художник». На международном английском говорят «artist». В этом смысле художники присутствуют почти в каждой профессии. В 21 веке творчество проникло во все сферы. Креативность, нестандартное мышление – этими качествами теперь конкурируют и в бизнесе, и в мире высоких технологий, и в промышленном производстве. И все же широкое понятие «художник» в умах людей начинается с живописи. Задаваясь
задавались вопросами о роли искусства в жизни общества, о монетизации творчества и культурной политике стран, мы решили близко познакомиться с одним из представителей креативного класса – художником, жизнь которого насыщена событиями, путешествиями, работой в разных культурных пространствах от Западной Европы до Восточной Азии, от Советского Союза до современной России. Мы попросили его нарисовать картину жизни одной творческой личности в надежде найти на этом холсте ответы. Володя. У него нет трудового договора, 40-часовой рабочей недели, перерыва на обед и отпуска. Нет финансовой стабильности, к которой, по мнению общества, стремится любой нормальный человек. Он художник, из тех, кто не сидит на месте. Его путь в 50 с лишним лет и много тысяч километров мы пройдем за 1 час, чтобы узнать, каково это — быть художником в разных странах и в разные времена. Ни у кого в семье не было таких талантов, ни творческих, ни каких-то других. Все были простые люди. Но, подходя уже к школьному возрасту, во мне проснулся, видимо, способности к срисовыванию, к рисованию. Мама это заметила. И она решила, скорее всего, за меня. Она меня отдала в художественную школу. Я, в общем-то, до 27 лет, с 14, а если включать еще детскую школу, ну, практически полжизни, 10-15 лет отдал тому, чтобы научиться быть художником. Детская художественная школа в провинции, затем прикладное училище в Подмосковье, специальность резчик по дереву. А дальше высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной. На языке студентов просто Муха. 4 года на интерьере и столько же на факультете живописи. Но что впереди? Какие перспективы манят молодых художников? Никогда ни в какие времена гарантии художник не получал. Будучи студентом, я вот помню, нам говорили, если вы приехали сюда учиться для того, чтобы потом иметь профессию с гарантированной заработной платой, то вы ошибаетесь. На самом деле искусство это непредсказуемо. С одной стороны, в общем-то, статус творческого человека невероятно велик, а с другой стороны, жизнь его может быть чрезвычайно горька и может пройти в безвестности, поэтому все зависит, наверное, от их внутреннего какого-то драйва. Это не как сейчас. Сейчас все изменилось. Но тогда, в советское время, профессия художник – это была что-то эксцепционель, как говорят французы, потому что не всем был дан талант, не все были способны, и что певцы, что композиторы, что поэты, что художники считались богемными. И чтобы стать и выучиться, надо было поступить, надо пройти было какой-то сумасшедший конкурс. Тогда, скорее всего, мама посчитала, что она правильно делает, определяя меня в профессиональные художники. Муха дала юному художнику не только образование. Там он обрел новых друзей, получил работу по распределению и создал семью. Мы встречались где-то, наверное, год, потом поженились через год. И еще через год у нас родился сын. Жили мы в общаге, в комнате для семейных. Всю учебу прожили и закончили, как раз я брала академический отпуск, и закончили в 1 год. И потом нас распределили, вернее, нашли мы распределение в городе Рязань. Вот, приехали туда, требовались молодые специалисты, мы приехали туда, и все хорошо. Нам через год, по-моему, дали квартиру, мастерскую. Власти Советского Союза стимулировали молодые таланты бесплатными мастерскими и загородными дачами, но при условии, что произведения искусства соответствуют господствующей идеологии. Сфера культуры рассматривалась
ну, как одна из сфер деятельности государства, такая же, как, например, там, производство стали, да, и такое же производство фильмов, Мосфильм рассматривался как фабрика, да, такая, если мы в сравнении с Голливудом скажем, фабрика советских грез. Государство не просто поддерживало эту сферу, государство этой сферой руководило, да, управляло этой сферой, владело этой сферой. Вот, и, соответственно, художник двигался вот в рамках тех заданных моделей, зачастую не в ущерб эстетике. Переезд в Рязань, город, расположенный в 200 километрах от столицы, для молодой семьи художников оказался удачным. Володя получил от местных властей крупный заказ на росписи и украшения зданий. И вскоре еще одна удача. Немецкий город Мюнстер объявил о конкурсе. Художникам из городов-побратимов, в числе которых была и советская Рязань, предложили придумать скульптуру на тему спорта. Мы слепили конструктивную, красивую композицию, ну, очень быстро, под бутылку коньяка. Мы же после института все такие талантливые, и для нас это было в удовольствие. И забыли уже про это, и месяц или 2 месяца спустя нас вызывают, нам звонят и говорят, что вы должны поехать в Мюнстер выполнять скульптуру. Для нас, конечно, это было что-то невероятное. Ну, попасть в другой мир после совка, после того, что мы ничего не видели практически. И причем по специальности сделать там работу, которую в конце концов оценили. И там работали разные художники из Израиля, из Франции, из Голландии, из Германии. В общем, мы попали в какую-то атмосферу, которая, ну, перевернула для нас все. Нас оценили там как художников. Если здесь, ну, мы сквозь тернии, делая какие-то эскизы, получали отказы или нам пытались научить, что это неправильно, это не то, что вы делаете, потому что мы поломали там, например, ногу лошади, но так было выразительнее. Ну, то есть какие-то стереотипы здесь все равно оставались среди художников тоже. А там была полная свобода, и мы выразились и сделали то, что нам хотелось. Работа рязанских художников оказалась в центре внимания. Впечатленные немцы заказали у них несколько холстов. Это был не только первый заработок за рубежом, но и отличный старт в карьере на родине. Однако события 90-х годов напишут другую картину. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Новая страна, новая демократия. Заказы продолжались недолго. Советский Союз распался, в стране не стало денег. Ну, лихие 90-е начались. Ни до художников, ни до поэтов, ни до каких-то творческих людей в стране надо было выживать. И многие из художников просто перестали писать, и многие запили. Для многих это была трагедия. И, собственно, для нас тоже, потому что выходило так, что мы зря учились, никому мы не нужны. Распад Союза оголил общественный нерв. Одни жадно хватались за новые возможности, другие просто пытались выжить, потеряв ориентиры. Вчерашнюю советскую, или как ее называют, серую действительность, теперь можно было раскрашивать в любой цвет. Но где брать краски и как их смешивать? Этому нужно было учиться заново. Пока в России менялась власть, художники меняли свою жизнь. Кто-то искал альтернативные источники заработка, кто-то складывал картины на полку. В 1993 году Володя нашел свое место в автобусе со школьниками, который следовал из Рязани на экскурсию во французский город Брессюир. Без какого-либо четкого плана он просто договорился, чтобы его взяли с собой, то есть решился на авантюру. Я взял с собой холсты,
просто так, наобум, просто чтобы они со мной были, чтобы их там попытаться кому-то показать. И почувствовать, нужно это кому-то там или нет. Потому что здесь, в России, было никому это не нужно. Это были такие жуткие времена. Он оптимист, и у него всегда как-то вот получалось задуманное. И это было изначально. Не было у меня такой задачи, вот как у Володи, все, вырваться, уехать, потому что он все-таки, вот есть у него этот стержень, вот какой-то себя показывать, выставлять, двигаться. Жажда перемен запустила механизм удачи. Сначала французский галерист, потом крупный коллекционер купили его картины, предложив на следующий год сделать персональную выставку. Это был настоящий успех. Французский воздух вскружил русскому художнику голову. Приехав в Рязань, весь такой вдохновленный, после персональной выставки во Франции, которая прошла успешно, я сижу в мастерской, заявляются два лба, огромных лба, которые... Понятно, зачем пришли. Я сразу сообразил, это был рэкет, обыкновенный рэкет, который в то время существовал. И я никогда не думал, что это коснется меня. В конце концов, они предложили мне заплатить 20% от стоимости всех картин, проданных, не проданных, им было пофигу. И принести деньги, а это были крупные деньги в то время, на стрелку, на следующий день, в 6 часов вечера, там-то и там-то. И я попытался отшутиться, как-то подумал, что это не совсем серьезно, но разговор был короткий, 2 удара, я на полу. Они пригрозили и отнять квартиру, машину, сделать что-то с семьей. Я не знал, что делать, метался туда-сюда, в конце концов звонил по всем друзьям. Один из моих знакомых предложил поехать к его пахану из какой-то другой группировки, поговорить. Отвез меня, я объяснил ситуацию, парень оказался адекватный, сказал, понял, что это как несправедливость, в общем, ерунда полная, говорит, ну ладно, завтра поедем, отмажу. На самом деле приехали, стрелка, я вышел, меня пацаны в другую машину, сиди, тот пошел разбираться, через 10 минут он выходит, пошли, ты свободен. Потом с тобой поговорим. В конце концов, я ему потом что-то сделал, проект ресторана. Но я понял, что здесь какие-то ненормальные отношения, причем даже с художниками, которые не занимаются бизнесом, а делают свое искусство. Я для себя решил, что я, наверное, в этой стране не останусь жить. В России, где тебя могут просто пристрелить, как собаку. Следующие 7 лет пройдут в разъездах. Франция, Германия, Нидерланды, Испания. Страны, где взаимоотношения искусства и общества были давно сформированы. Я очень его понимала, потому что я знала, что творчество для художника – это самое первое, что на первом месте стоит. И поэтому я даже, я его поддерживала. Он сказал, что все, настал тот момент, что мне надоело ездить туда-сюда, туда-сюда. Я еду во Францию, буду там обосновываться, и потом я вас заберу. То есть был такой вот разговор. Некоторые назовут Володю беглецом и будут правы. Он бежал из разрушенной страны, бежал из дома, в котором оставались жена и сын. Сам того не понимая, он бежал в ту реальность, что жила лишь в его голове, где не было видно четких целей и планов. Он всем говорит, что оказался в нужное время, в нужном месте. Но ведь то, что называется везением, всегда случается с теми, кто не оставляет своей судьбе выбора. Каждый художник – это история какая-то. Вот, невероятная история жизни, там, семьи, переездов и так далее, формирования. Вот, поэтому
возможностей. Для одного возможностями может быть чистое поле, а для другого возможностями будет динамичный, активный город. Тогда был интерес у всех куда-то рвануть, потому что как бы перестройка и на гребне того, что стена берлинская упала, и шторы раздвинулись, занавес как бы приподнялся, и для Европы открылась Россия с другой стороны немножко. Как раз в то время и многие уехали, и художники уехали. Это вот уже такая третья вялотекущая волна была. В 1991 году, когда возникло такое государство, как Российская Федерация, в стране не было галерей современного искусства практически. Те 3 галереи, которые открылись в Москве, можно не считать. Не было ярмарок современного искусства, не было институтов, которые готовили бы не только художников, но и искусствоведов, которые способны об этом искусстве говорить. Перенесемся в современность и попробуем дать оценку социальному развитию России сегодня. Для этого вспомним пирамиду Маслоу. Если упрощенно, сначала человек удовлетворяет физиологические потребности, потом ищет признание в социуме. Тяга к прекрасному проявляется в последнюю очередь, когда с остальным все хорошо. Очевидно, поэтому уровень развития искусства считается одним из главных показателей здоровья и благополучия общества. Под развитием подразумеваются именно новые, свежие идеи, актуальные сегодня. Я не говорю про оркестры балалаечников, да? Я не говорю про танцы народов мира. Я говорю про современное изобразительное искусство и смежные с ним отрасли. По сравнению с главными игроками на этом поле из Западной Европы и США, наш рынок очень отстает. И сама инфраструктура отстает, безусловно. В России влияет очень много то, что для культуры, наверное, не хватает ни средств, ни внимания, не только касается художников, и театров, и литераторов, и музыкантов. То есть это как последнее, что они получают из бюджета. Это как преступление. Так нельзя развиваться государству, которое пытается быть первым во всем мире. Здесь, в Европе, культура все-таки, это очень важно. Не поддерживать культуру – это какое-то самоубийство вообще. Нельзя так говорить прям вот уровень России или Европы, потому что я считаю, что нельзя брать всю Россию целиком. Допустим, Москва и Санкт-Петербург, да, то есть там все растет и развивается, я считаю, там очень интересно и даже, может быть, сейчас лучше все двигается даже, чем здесь. Если брать Москву, это отдельное государство, там что-то происходит, но если уехать недалеко, 200 километров из Москвы в Рязань, там мало что происходит интересного, там работники музея получают какие-то копейки, и они все равно работают, но, конечно, не с энтузиазмом и не с такой отдачей, как они могли бы это делать. Вот эта невероятная централизация, которая существовала еще и до советского государства, она же была продолжена. Да? Мы сейчас до сих пор все равно говорим о каких-то базовых основных центрах. В основном мы говорим о 2 столицах. И говорим о каких-то опорных пунктах других, да, там Новосибирск, например, да, там Екатеринбург. Вот, но все равно эти опорные пункты в стране мы можем пересчитать по пальцам одной руки. Исследователи связывают неразвитость российского рынка творческой и вообще интеллектуальной продукции с тем, что российская экономика держится в первую очередь на экспорте сырья. Именно это создает диспропорцию в развитии регионов. В провинциях низкий уровень жизни, люди заняты выживанием, добычей денег, им не до искусства.
А тем, кто без искусства жить не может, приходится творить в свободное от основной работы время, либо уезжать. Тут какой-то парадокс. В советское время для художников, официальных художников, была возможность заработать, выделялись деньги от государства, чтобы оплачивать какие-то росписи, какие-то картины, были официальные закупки и так далее. Но не было свободы выражения. То есть все делали соцреализм практически. Сейчас, пожалуйста, в России все, что хочешь, делай, ради Бога. Но это никому не нужно, как будто. Многие страны мира сегодня смотрят на творчество как на индустрию. Вместо заводов появляются арт-центры. В качестве сырья используются различные таланты, из которых получается так называемый интеллектуальный продукт. Концепция творческих индустрий впервые возникла в Великобритании. В 1998 году власти выделили отдельный сектор экономики, в который вошли кино, музыка, архитектура, дизайн, живопись, мода, литература, мультимедиа, интернет, культурный туризм и компьютерные технологии. Творческие индустрии, ну, с одной стороны, мы можем назвать это сектором экономики, да, уже сейчас на современном этапе. А с другой стороны, мы можем назвать это некой средой, которая позволяет людям, ну, все-таки в большинстве случаев это молодые люди, у которых много идей, у которых есть много проектов, они позволяют им эти проекты реализовать. Даже если небольшое количество каких-то рабочих мест для молодых людей будут созданы, это означает, что эти люди здесь создадут свои семьи, это значит, что эти люди будут рассматривать эту территорию как место своего постоянного проживания и так далее. Вот в этом смысле творческие индустрии создают вот как раз эту необходимую среду для творческого человека. Если говорить, например, о живописи, то сегодня степень таланта художника определяется не только мастерством, но и тем, насколько хорошо он продается. Это отдельная сфера бизнеса, так называемый арт-рынок, ключевой фигурой в котором, помимо художника и покупателя, является галерист. Работа настоящих профессионалов арт-рынка сконцентрирована не только вокруг купли-продажи предметов искусства. Эти люди – путеводители в мире современной культуры. Их называют экспертами будущего. Мы выбираем художников только если они лично нам очень нравятся. И неважно, какого стиля они придерживаются – фигуративного искусства, абстрактного, современного, поп-арт – неважно. Мы стараемся открывать новые неизвестные таланты и делать их известными для максимально большого круга почитателей. Любой человек может открыть галерею, но есть разные типы галерей. Самое простое – это когда снимают помещение, где художник должен сам повесить свои картины, сам принимать посетителей. С другой стороны, есть галереи, которые делают рекламу для художника. Возят его по разным выставкам, издают каталоги, публикуют интервью в газетах, приглашают журналистов. Это два разных мира. Чем выше положение галереи, тем выше статус художника. Они могут представить его широкой публике, сделать ему имя. А это именно то, что художнику нужно. Что касается России, про арт-рынок можно сказать, наверное, одним словом. Здесь нет рынка, здесь базар. То есть не сформировавшиеся отношения художника и галериста. В Европе там произошло несколько другое. Там рыночные отношения выстроили все то, что необходимо для галериста, как звена между художником и клиентом и покупателем, а как для художника, потому что у него голова не болит, он отдает галеристу картину, и галерист, делая рекламу, продает.
С экзотическим для советского художника понятием «арт-бизнес» Володя познакомился в 90-е. Он быстро адаптировался к новой европейской реальности и 2000 год встречал уже с французским выражением лица. Но душа оставалась русской, наивно открытой и при этом загадочной. Конечно, я был на каком-то седьмом небе, попав к галеристу в Париже, причем престижному такому галеристу, который располагался напротив Лувра, на центральной улице Парижа, Риволи, арт-клуб галереи, и он захотел несколько картин повесить у себя в галерее. Мы встретились, и сразу пробежала искра, и мы начали работать. Первый раз он показался мне таким взволнованным, встревоженным, тем более, что он по-французски не говорил ни слова. И когда я стал с ним все больше общаться, обнаружил, что в душе он вечный ребенок. В день вернисажа было столько посетителей, что нельзя было передвигаться. И только бутылки с водкой перемещались над головами. Были звонки из других галерей, потом пошли. У меня просто не хватало картин, чтобы всем отослать или ко всем приехать. Это был определенный успех. Ну, такой временной, но определенный успех. И поэтому для меня это было такое вдохновение, и у меня стиль как-то изменился. Я начал писать натуры больше. Ну, то есть что-то произошло. Произошло то, что я стал кому-то нужен, то есть как художник. Меня это вдохновило. Многие художники находят вдохновение в женской красоте. Володя не исключение. Его попытки проявить себя в абстракции, в народных лубочных мотивах не приносили творческого раскрепощения. Женщина это что-то больше, чем просто женщина. Это источник вдохновения, это источник поклонения, это источник наслаждения. Когда я их пишу, у меня задача сделать из нее богиню, икону. Ну, не икону в прямом смысле слова, а показать все то совершенство, которое в ней есть, которое в ней заложено природой. И не только внешнее совершенство, и внутренняя красота, которая излучает ее глаза. Теряя вдохновение, художник отправлялся за пробуждением своих живописных инстинктов в Россию. Все его модели – непрофессиональные натурщицы. Прежде чем кисть коснется холста, важно раскрепостить их, освободить от тягот обыденной жизни. Поэтому перед тем, как надеть на женщину костюм Евы, Володе приходится снимать перед ней шляпу. Целомудренные у меня были, совершенно не пошлые, если даже они совсем обнаженные. Они достаточно декоративные. Никогда я не просил принять ту или иную какую-то позу. Они делали, что хотели, что они хотели, и я, в общем-то, из массы набросков и фотографий придумывал уже сюжет для того, чтобы написать какой-то характер. Я нашел себя, нашел свой стиль, и как бы я не хотел по-другому писать, все равно это узнаваемо, все равно это выходит из-под моей кисти. И люди это видят, это узнают. In het werk van Volodya zijn het lichamen ontkleed. На картинах Володи женщины изображены без одежды. И благодаря этому они вне времени. Потому что одежда — это всегда признак какой-то эпохи, признак принадлежности к какому-то социальному классу. В работах Володи обнаженное тело является символом вечной красоты. А я очень люблю это. Так что это, конечно, другое лицо Попова. Это не эти женщины красивые, голые, с чудесными телами, ручками и так далее, которые я не очень люблю. Это я очень люблю. Вот. Я очень люблю его краски, движения. Но я не очень люблю весь этот маньеризм, я не знаю, как по-русски сказать. Вся эта... Я понимаю, что это нужно тоже, еще раз, как я сказала раньше, и мы снимаем кино,
иногда, где мы должны немножко делать такую, ну, чтобы нравилось, в общем. Het is meteen herkenbaar hier in Nederland dat dit een Russische kunstenaar is. Здесь, в Голландии, мы сразу узнаем, что это работа русского художника. Акцент ligt op technieken. В русской школе искусств много внимания уделяется технике. Kunstgeschiedenis. И благодаря этому они могут использовать язык символов. Om de taal van de symboliek te gebruiken. Ik voeg er één ding aan toe. В работах Володи видно классическую школу, но также он работает с разнообразными концептами. Вероятно, на него влияет тот факт, что он живет здесь, на Западе. Поэтому он сочетает в себе лучшее из обоих миров. Границы Евросоюза были открыты, как и душа русского художника. Он колесил с выставками по разным странам, заключал контракты, выполнял заказы, чередуя работу с шумными вечеринками. Появлялись новые друзья, круг знакомств стремительно расширялся. С Володей мы познакомились в Париже у брата. Случайно, совсем случайно. Я зашла в гости у Стефана, это один брат у меня. Стефан в один момент спросил: а ты что ли уже один? Да, я говорю, вот с Ленкой все, расстались. А он говорит: слушай, а у меня сестра есть, а я даже не знал, что у него сестра есть. А знал, что они, в общем-то, дети сестры Марины Влади. Ну, я не из-за этого с ними дружил, они просто хорошо говорили по-русски, они также хорошо выпивали, и когда я приезжал в Париж, мы с ними общались. Общались на разные темы. Они не были художниками, они до сих пор не художники. И Стефан сказал, сделал. Он привез меня в гости к его сестре. Сегодня браку Юны и Володи более 15 лет. Они воспитывают дочь. Как оказалось, в бытовых вопросах два творческих человека уживаются тяжело. Юна, режиссер по профессии, брала Володю на главную роль в их семье. Но в итоге эта роль досталась ей. Художник, он в первый эгоист. Он только о себе думает. О карьере, о своей картине. Он живет, и тем более, что он не живет в реальной жизни. Надо всегда за ним что-то собирать, оплатить, организовать. Он идет по прямой, а надо окружать постоянно. И все эти жены, я вижу, они все это делают. Воспитают дети, заработают деньги, когда они могут. Ну, это наша вина. Кто воспитает мальчики? Это мать. Мамы слишком любят их мальчики. И мальчики, они остаются какие-то мальчики на всю жизнь. Для них жена – это и мама, и любовница, и сестра, и... Француженка с русским сердцем. Так можно описать Юну. Во время перестройки в СССР, когда многие советские люди хотели покинуть страну, она, наоборот, из Франции отправилась получать образование в Москву. Ее любовь к России, можно сказать, передалась по наследству. Дедушка и бабушка были русскими. Судьба свела их во Франции во время Первой мировой войны. Их союз подарил миру 4 дочерей. В этой большой семье все имели отношение к искусству. Дед – оперный певец, бабушка – балерина, 3 дочери стали актрисами. А 4-я, мама Юны Ольга, режиссером телевидения. Марина Влади – младшая из 4 сестер. Я люблю искусство. У меня очень... Я не то, что подготовила, но я хотела рассказать по поводу его, раз он связан с моей племянницей, с моей сестрой Ольгой. Когда мне было 10 лет, я подарила Ольге, ей было 20 лет, на день рождения ей подарила большую книжку о Ван Гоге. То есть это постфактум все-таки показывает, какая у нас была семья, как нас воспитывали. Потому что я знала Ван Гога, Рембрандта и так далее всегда с детства, с маленького. Это потому, что у меня в семье, я с 2 лет была на сцене уже, я работала, но я тоже слышала оперу, я слышала стихи. С детства нужно давать открывать все возможности. В Советском Союзе Марину Влади знали и любили многие. Фильм «Колдунья» с ее участием был лидером кинопроката. О ее истории любви с Владимиром Высоцким знала вся страна. Актер, поэт, прозаик, автор-исполнитель песен. Его творчество было понятно всем, кроме советской власти.
Официальное признание он получил только после смерти. Лили на землю воду, нету колосьев чуда. Мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду? У нас цензуры нету, скажем, такой официальной, но есть аутоцензура, которой люди не смеют делать какие-то вещи, потому что они думают, что это не пройдет. Это самое ужасное, между прочим. Это то, что было самое негативное в Советском Союзе. Люди думали, что ох, я это сделаю, но это не пройдет, так что они не делали. А самое главное это делать и всегда творить. В народе говорят, художник должен быть голодным. Вероятно, имея в виду, что у сытого человека отсутствует стимул к творчеству. Однако сами художники вряд ли с этим согласятся. Все, чего они хотят, это делать свое искусство искренне, что, по их мнению, возможно только в условиях финансовой независимости. Художник может быть пьяным, но не голодным. И то утверждение, что если какой-то есть недостаток, тогда художник по-настоящему творит. Я как-то не согласен с этим. Художник должен не думать ни о голоде, ни о сытости, ни о деньгах, ни о том, как это продать потом, как накормить семью. Деньги, они должны у него быть, просто эти деньги должны быть, картины должны продаваться. Тогда ты расслабляешься и делаешь творческую настоящую работу. Эксперты считают, для того, чтобы творческие индустрии заработали в России, необходим политический курс, который соединит бизнес и культуру. Нужны не только финансовые инвестиции, но и законодательные инициативы. Без этого интеллектуальный потенциал страны так и будет утекать за рубеж. Я, например, не склонен разделять, вот, допустим, вот бизнесмен, который занимается творческими индустриями, а это вот не творческими. Просто речь идет о том, что нам и того, и другого надо отпустить на свободу. Другой разговор, что я абсолютно не понимаю, как это реализовать. То есть какую сделать модель в нашей высокобюрократической структуре, вот, как сделать так, чтобы это было прозрачно. И самое главное, чтобы сам бизнесмен этот не использовал это для того, чтобы делать какие-то там теневые схемы и так далее. Тут проблема не только государства, тут проблема еще людей, которые привыкли к определенным моделям. Китайская пословица «Перенимайте у других достоинства, чтобы восполнить свои недостатки». В 21 веке весь мир увидел эту мудрость в действии. Впитав в себя положительный опыт развитых стран, власти Китая подняли свою промышленную экономику, после чего всерьез взялись за творческий сектор. Теперь развитие кино, музыки, живописи, архитектуры, анимации, компьютерных игр и других индустрий искусств – одна из приоритетных задач национальной политики страны. Культура Запада ушла в тень, и с какой-то быстротой поднялось искусство Азии. И переместились акценты в том смысле, что и арт-бизнес сейчас актуален только в странах Азии. Это и Китай, и Гонконг, и хотя это одна страна сейчас, и Сингапур, и Корея. Почему? Видимо, из-за экономического подъема и экономического спада Запада. То, как отсталая аграрная страна преобразилась за каких-то 20 лет, называют экономическим чудом. Китай вышел на первое место в мире по производству промышленной продукции и внедрению инновационных технологий. Уровень жизни населения растет. На месте городских трущоб возводятся небоскребы, бизнесмены всех стран интенсивно учат китайский язык, а китайцы приветливо улыбаются гостям из западного мира. Вот у
упрощенный рецепт китайского чуда. Создать благоприятный климат для иностранного бизнеса, разместить на своей территории производство передовых компаний со всего мира, скопировать технологии, перенять опыт управления, адаптировав его под национальные особенности, защитить внутренний частный бизнес от давления бюрократии и криминала. Плюс ключевой ингредиент – персональная ответственность чиновников по итогам их деятельности. Кстати, за коррупцию в Китае расстреливают. И в результате новая ступень в пирамиде Маслоу – развитие творческих индустрий. Даже тот пример, что швейцарский салон Art Basel, который известен во всем мире, захотел приобрести права на салон в Гонконге и с успехом проходят ежегодные ярмарки современного искусства, актуального искусства, который притягивает к себе почти все известнейшие галереи мира. Китайцы не только хотят быть богатыми материально, накоплениями занимаются, они вкладывают деньги в галереи, которые строятся, в музыкальные центры, я не знаю, в какие-то театры. Они хотят быть богатыми культурно. Господин Ван Хуайцин, китайский предприниматель. Его компания занимается импортом и экспортом морепродуктов. Кроме того, он является акционером крупных производственных компаний Китая. Когда-то мечтал стать художником, но в итоге мечта трансформировалась в арт-бизнес. Успех на рынке материальных благ и врожденная тяга к прекрасному побудили его вступить на неизведанную территорию. Продавать морепродукты проще, чем произведения искусства. Рынок вещей понятен и подчиняется известным законам. В индустрии искусства все иначе. По-другому строятся взаимоотношения между менеджером и художниками. А рынок искусства, он неосязаем, в нем сложно ориентироваться. Чтобы создать хороший бизнес, нужно иметь много опыта. Это тяжелая работа. Несмотря на трудности, связанные со спецификой арт-бизнеса, Ван Хуайцин видит в этом большие перспективы. В текущем пятилетнем плане экономического развития власти Китая сделали ставку на интеллектуальный труд и творчество. Сейчас китайское правительство, в том числе на уровне провинциальных и местных органов власти, проводит стимулирующую политику в пользу компаний, занятых в области культуры и творческих индустрий Китая. В то же время власти поощряют импорт в Китай иностранных культур и искусств. Благодаря этому у нас есть возможность двигаться вперед, впитывать иностранные таланты, брать лучшее из культур, отличных от нашей. Это обмен опытом на благо нашего развития. Также мы стимулируем выдающихся людей Китая переезжать работать за границу, чтобы распространять в мире нашу культуру. Есть такой термин «мягкая сила». Это стратегия во внешней политике, когда желаемый результат достигается не путем принуждения, а путем формирования к себе симпатии и привлекательности. Культурная экспансия – главный инструмент такой стратегии. Примечательно, что понятие «soft power» было предложено американским политологам, однако всерьез к этому вопросу подошли именно китайцы. Это конфуцианство, которое живет в них, в их душе, в крови, в поколениях, оно, скорее всего, выльется в то неагрессивное оккупирование всей планеты. Но это не есть плохо. Это не есть плохо, потому что они вбирают в себя все накопленное человечеством, перерабатывают. Русские художники приезжают сюда все чаще и чаще. Например, что сейчас проходит наша выставка российских художников здесь, в центре Шанхая. Она достаточно популярна.
Раньше я изучала работы русских художников из Академии Репина. Их картины реалистичны. Сегодня я сильно удивлена. В некоторых работах как будто проявляется и часть китайской культуры. Очень яркие цвета, в отрыве от реалистичности картин, которые я видела раньше. Также присутствует декоративный эффект. Я испытала совершенно новые впечатления. В искусстве каждой нации должны быть свои уникальные черты, но при этом мы должны учиться друг у друга, чтобы развивать себя. Это обязательно нужно делать. Любопытно, что правящая коммунистическая партия Китая, противопоставляя себя западному строю, не считает влияние иностранной культуры угрозой национальному суверенитету. Импорт творческого продукта не мешает китайцам возрождать традиционные культурные ценности. Сейчас Китай придает большое значение защите культурных реликвий. Председатель Си Цзиньпинь дал четкие указания. Защита культурных реликвий – важнейшая часть национальной политики. Китайцы пошли еще дальше. Возрождая и сохраняя традиции, они не только сдувают пыль с древних артефактов, но и стараются вдохнуть в них новую жизнь. В данный момент мы значительно расширяем сферу нашей деятельности. Мы создаем цифровые базы данных предметов традиционного народного творчества Китая, и на их основе производим новые предметы визуального искусства в стиле совмещения традиций и современности. Мы продвигаем произведения с ярко выраженным китайским элементом, соответствующие особенностям современного понимания и восприятия искусства в целом. Считается, что половина всех копий картин великих живописцев отрисовывается в Китае и даже в конкретном месте под названием «Деревня художников Дафэн». Действительно, прагматичные китайцы таким образом удовлетворяют мировой спрос, а рынок уникального искусства развивается параллельно. Однако многие привыкли думать, что китайцы только копируют и не создают своего. Видимо, есть такое предположение о китайских художниках. Но это неправда, это просто слух. Я общаюсь с художниками во многих городах и провинциях Китая. Они много рисуют нашу природу. Это ценится сейчас. Считается, что художник посредством живописи принимает участие в изучении природы. А то, что говорят о тех, кто делает копии, это отдельная часть рынка. Художники низкого статуса. Они не имеют веса в искусстве Китая. Рынок может развиваться и без них. За последнее время китайские художники на мировых рынках завоевывают какие-то невероятные высоты. Те самые дорогие художники, десятка дорогих художников за последнее время включают в себя большую половину. И они китайцы, они известны во всем мире. И мало того, те художники, которые приезжают сюда для того, чтобы показывать свое искусство, они здесь реализуются. Итак, Китай только вступил на путь постиндустриального развития. При этом в обозримом будущем эта страна вряд ли откажется от роли мирового центра промышленного производства. Тем не менее, китайцы уже сейчас готовят почву для следующего перехода к модели будущего под названием «креативная экономика». С одной стороны, превращение культуры в индустрию выглядит весьма перспективно. Появляются новые профессии, рабочие места для творческих людей, меняется имидж городов, поднимается уровень образования и культуры общества. Но с другой стороны, само искусство подвергается риску. Превращаясь в продукт, ему приходится подстраиваться под рыночный спрос. Сегодня в сфере искусства, вот опять это мое личное ощущение, человеком номер один является куратор. Куратор – это менеджер, да, который говорит, как упаковать, как продать, по каким каналам запустить, вот, где мы делаем вброс и так далее, с какими людьми нужно договориться, чтобы этот продукт мы продвинули. То есть, получается, произведение, вот оно как бы уже приобретает все-таки окончательный статус продукта. Это нужно жить, нужно творить,
А жить, как в прошлом жили художники, умирая с голода, это уже никто не хочет. Так что есть большая борьба между тем, что хочется творить свой собственный мир, какой бы он ни был, нравился бы он или нет публике, и потом нужда работать, зарабатывать, есть, кушать. Сейчас в кино особенно, и в литературе тоже, и у художников то же самое. Очень эта тенденция очень меня огорчает. Спасает единственное то, что мне заказывают люди, которые хотят видеть в моих картинах обязательно мой стиль, именно мое. Не просто вот, а сделайте мне в стиле Рембрандта, а сделайте мне в стиле Климта что-то. Нет, ко мне даже так, по-моему, никто и не обращался. Никогда не было таких заказов. Хотя я знаю ребят, которые делают именно так. Могут хоть как Пикассо, хоть как Модельен, как хочешь. Но я считаю, что это нечестно. Здесь важный момент. То, что изначально художник хочет это продать, или он творит, потому что ему нужно самовыразиться. Если интенция сразу продать, тогда художник должен учитывать не просто ту идею, которую он хочет выразить, но выразить ее в той форме, в которой современный художественный рынок эту идею купит. Рынок современного искусства очень капризная вещь, которая реагирует прежде всего на социальные настроения в обществе. Еще раз повторю, современное искусство – область крайнего свободомыслия. И чем более открыто общество, в котором развивается современное искусство, тем больше к нему интерес. Вот выводы делайте сами. Изучив противоречивые выводы экспертов, мы пришли к мнению, что ситуация в России неоднозначная. Конечно, по сравнению с эпохой 90-х, экономика и культура ушли далеко вперед, но динамика развития на сегодняшний день для многих является предметом жесткой критики. Тем не менее, анализируя потенциал современного искусства в России, невозможно не заметить позитивные тенденции. Постепенно за эти 26 лет ситуация кардинально изменилась, потому что теперь у нас государство поддерживает павильон России на Венецианской биеннале. Да? Государство содержит сеть государственных центров современного искусства. Это единственная федеральная институция, которая отвечает за современное искусство в стране. Постепенно, как мы видим, в регионах появляются и отделы современного искусства в местных музеях изобразительного искусства. Открываются частные галереи, которые работают с этим материалом. То есть ситуация меняется, но медленно. В городах, в которых проживает по количеству людей приблизительно 500 000 или немного более чем 500 000 человек, и это достаточно крупные города. Количество арт-центров или открытых рабочих пространств для молодежи мы просто можем пересчитать по пальцам одной руки. Вот. С моей точки зрения, это, в общем-то, ситуация совершенно ненормальная. Первая триеннале российского современного искусства, на которой мы сейчас находимся, она, в общем-то, произвела в значительной степени такую революцию. Наконец-то мы перестали думать о современном искусстве географически, как об одной точке на карте страны. Оно живет не только в Москве. И, что самое важное, не только мы это узнали, но и те, кто живут там, в Новосибирске, Омске, Краснодаре, поняли, наконец, что они не одиноки в своих поисках. И вот эта горизонтальная сеть, которая, надеюсь, будет продолжать развиваться, она сможет эту ситуацию очень серьезно видоизменить. Наверное, для любого в самом широком смысле художника главное быть услышанным, увиденным, понятым. Художник может творить где угодно, в мастерской в Париже, на даче под Рязанью, но он всегда едет туда, где есть зритель. Я езжу везде, у меня выставки везде. У меня просят и в Канаду картины, и в Китае выставки бывают, и в Корее. Это что касается Азии. А в Европе я живу, естественно, я там выставляюсь где-то, хотя сейчас все меньше и меньше. В России сейчас приглашают, чтобы я выставился. В Америке, как я слышал, очень многие едут туда, и галеристы в том числе, открывая галереи, потому что там определенный подъем.
В Англии арт-рынок такой достаточно, он всегда там был на уровне, на хорошем уровне. Для большинства наших сограждан современное искусство – это пока еще довольно такая сложная субстанция, потому что она требует большого усилия именно мыслительного. То есть это не удовольствие для глаз, это скорее удовольствие для мозга. То есть это искусство для ума. И поэтому средний коллекционер, средний по доходам потенциальный покупатель пока еще на эту сферу не обратил внимания. И в России они еще не дошли. Они покупают очень известных художников. То, что стоит деньги, и то, что они уложат деньги, я так понимаю, на картинах. Ну, такое ощущение, что в культуре нету, что купишь картину домой. Я считаю, что чиновникам государственным, естественно, нужно вот эти два сектора в сфере культуры в России каким-то образом попытаться сбалансировать. Да, то есть вот тот традиционный сектор, который в любом случае любая страна должна поддерживать. Да, это какие-то базовые музеи, библиотеки и так далее. Да, то, что мы можем назвать стабильной, ежедневной, рутинной деятельностью. Это необходимо, этим занимается каждое государство. Вот. Но с другой стороны, оно должно учитывать и современные тенденции, оно должно учитывать то, что молодое поколение завтра станет старшим поколением. То государство сильнее, если к культуре отношение более трепетное и более обязательное. То есть обязательство перед развитием культуры необходимо от головы, от государства. Я так считаю, что чем меньше государство, например, будет учредителем таких организаций, тем лучше. Вот, потому что все-таки у государства есть такие конкретные задачи, да, очень четкие задачи. Вот действительно обеспечить гражданам страны ну, какой-то достойный уровень материального существования и достойный уровень культурного существования. И государственная культурная политика должна создавать условия и возможности, но не сами учреждения. Ну, например, в Самаре мы имеем сразу несколько институций, связанных с современным искусством, которые поддерживают это течение процесса. В Краснодаре ничего этого нет, то есть вообще ничего. Но тем не менее, там очень живая и сильная среда, потому что зачастую она растет из какого-то такого ссора, который мы даже не можем зафиксировать. Это обязательное наличие в том или ином регионе очень увлеченной группы людей. Это даже не институции, потому что институции иногда складываются уже на базе существующего художественного сообщества. Мое ощущение, что искусство найдет способ развития везде. Несмотря на то, что подавляют его, не замечают ли его. Это как среди асфальта можно найти листочек, который пробил какую-то щель и стремится вверх. Ждать, когда росток современного искусства пробьется через асфальт, значит безнадежно отстать от тех стран, которые уже сегодня в этой сфере рыхлят и удобряют почву. Чтобы раскачать креативный сектор экономики в России, необходимо обновить не только культурную политику, но и модернизировать образование. В провинциальных городах молодые дизайнеры, режиссеры, актеры, художники зачастую не могут освоить творческую профессию и уходят зарабатывать в другие сферы. По мнению экспертов, это результат отсутствия в образовательных учреждениях регионов качественного, актуального уровня знаний, связанных с практикой, и, как следствие, отсутствие перспектив. Такую тенденцию можно назвать потерей человеческого капитала, ведь самый эффективный работник тот, для кого работа является образом жизни. Труд такого рода не поддается оценке, и зачастую творческие коллективы создаются там, где нет ни условий для этого, ни прямой выгоды. Мы ведем исследования по самоорганизациям в художественной сфере в российских регионах, и в Москве, и в Петербурге.
И как вот вы можете монетизировать те средства, которые художники сами вкладывают в свои квартирные галереи, в уличные фестивали? Как можно монетизировать вот эту творческую энергию? Я боюсь, что никак. Как человека часами мерить. Впервые попытка померить творческую энергию в мировом масштабе была предпринята в 2015 году. Британская компания Ernst Young создала первую в мире глобальную карту культурных и творческих индустрий. Разумеется, в основу этих исследований легли данные об официальных коммерческих сделках. Итак, творчество в конкретных цифрах и суммах. В 2013 году в креативных индустриях всего мира были задействованы 29,5 миллиона рабочих мест. Они произвели доход в 2 триллиона 253 миллиарда долларов США. На тот момент это 3% от мирового ВВП. Из них 17% пришлось на долю изобразительного искусства, то есть различные виды живописи, графики и скульптуры. Все-таки процессы замещения индустриальной экономики, они идут, да, мы их видим, и довольно мощные есть проекты, которые вселяют надежду в человека. Когда это произойдет, вот это, наверное, самый главный вопрос. Потому что в любом случае мы не только в России, а вообще в мире, да, мы завязаны вот на культуру нефти. Вот, культура нефти продолжает оставаться вот таким базовым носителем. Но какие-то сигналы и знаки этой новой экономики, они все-таки есть. Чтобы конкурировать с другими странами в экономике будущего, России уже сейчас пора выпустить из торговых центров, офисов и заводов своих несостоявшихся художников, музыкантов, писателей и дать им возможность развиваться в сфере, где они будут наиболее эффективны. Искусство – это экологически чистый продукт, на который всегда будет спрос. Искусство, оно нужно. Люди, они просто об этом как будто не знают. Ну, чтобы душа была спокойна, надо искусство. Без этого ничего не будет. Потому что бытовая жизнь, она тяжелая. Она не очень интересна, она повторяется. Творческие индустрии пытаются каким-то образом приблизить нас к балансу между материальным и духовным. Каким-то образом снять вопрос. Должен ли художник быть ремесленником, то есть создавать и продавать продукт, или он должен быть творцом. Вот. Реально, я думаю, и как культуролог, и как философ, я думаю, что в принципе это возможно. Но идеала достичь невозможно. Сейчас идет тенденция на все на успех, на деньги, на бизнес и так далее. Хотя масса людей занимается и живописью, и пишут прекрасные стихи, и поют песни. Я имею в виду, что человечество всегда имело моменты, где была декаденция какая-то. Я считаю, что сейчас есть какая-то декаденция в искусстве, но есть, под этим существуют новые, вырастают новые люди. Естественно, будут новые художники и новые люди, которые откроют новые формы. Это всегда было, это бесконечное обновление. Ну. Все виды искусства, начиная от изобразительного, музыканты, писатели, поэты, я не знаю, скульпторы, те же самые дизайнеры, я не знаю, да даже те ребята, которые делают стрит-арт, это тоже какое-то выражение того, что это поколение чувствует через искусство, выражение себя. Конечно, это вот он и есть интеллектуальный труд, творческий. Можно поставить параллель творческий и интеллектуальный? Скорее всего, да. И если они выражают свои мысли, значит, они думают, значит, они переживают, значит, они хотят кому-то это сказать, значит, это работа. Это серьезная работа. Как раз то же самое общество, люди, зрители, эмоционально восприняли что-то искусственно придуманное, искусство, и у них повысилось настроение. Или они сделали какой-то поступок, или они влюбились,
или наоборот разлюбили. Вот то влияние, я бы сказал, даже психологическое влияние всего искусства на наш быт, на наше внутреннее состояние, оно неотъемлемая часть жизни. Поэтому искусство, оно необходимо. Оно дает стимул жить. Я оптимист, все будет хорошо в России, если каждый будет стремиться к тому, чтобы добиться того, что он хочет, и каждый, типа кузнец своего счастья, а каждый художник своей жизни.